Приветствую вас на канале «Путеводная звезда». Меня зовут Марал, и вместе со мной вы примерно 5 лет исследуете человеческие возможности через инструменты систем самопознания. Сегодня будем рассматривать хроники и чакры, либо по-другому энергетические центры человека. Вы знаете о том, что очень давно ученые и эзотерики в том числе исследуют биоритмы человека, когда мы разделяем наши энергетические возможности на физические, эмоциональные и интеллектуальные уровни. И все эти показатели можно разделить на чакры, то есть энергоцентры. Чакрами называют на Востоке, энергоцентрами называют на Западе. И то, и другое – это про одно и то же. Это наша энергетическая оболочка. И эта оболочка, она делится на определенные этапы. Мы знаем примерно 7 чакр, на самом деле их очень много, просто 7 чакр, они основные, и, соответственно, через них мы можем примерно понимать, что происходит с нашей энергетической оболочкой. И эта оболочка формируется за счет того, что мы занимаемся своей физикой, занимаемся своими эмоциями, чувствами и занимаемся своим интеллектом. Соответственно, высшая нервная система показывает наш общий показатель через физику, то есть, да, что происходит у нас на уровне торможения возбуждения, что происходит у нас на социальном уровне, когда мы адаптируемся, либо мы интегрируем, и что происходит у нас на уровне интеллекта, то есть, когда есть правое полушарие, левое полушарие, ну, опять-таки, это условное деление, и как это все у нас влияет на наш организм. То есть, да, через интеллект мы спускаем энергию вниз для того, чтобы управлять определенными процессами. Если вы останетесь и будете смотреть это видео до конца, то узнаете очень много интересного про себя в том числе. Для того, чтобы вы это видео не потеряли, я очень рекомендую прямо сейчас под этим видео нажать на кнопочку «Сохранить», либо нажать на «Подписаться», для того, чтобы вы могли сразу видеть уведомления, что появились новые видео, новые обзоры и, соответственно, больше узнавать о своих возможностях. Если же вы хотите учиться, взять знания, либо хотите получить классные методички с глубинным, большим содержанием про, опять-таки, человеческие возможности, то вверху есть кнопочка перехода на сайт, и через этот сайт вы можете купить и методички, и видеоуроки, где более развернутый разбор того, как использовать коды, которые у вас содержатся в вашей дате рождения и в других показателях. Соответственно, через этот канал вы сможете увидеть все остальные видео, где я делаю небольшие обзоры. Данное видео будет небольшое. Я хочу немного с вами обсудить по поводу уровня развития души. Я так называю это видео, на самом деле это как бы, да, не уровень развития, а вообще то, как вы на этом этапе своего возраста воспринимаете мир и как вы используете те данные, которые есть в вашем организме и данные, которые есть в вашем пространстве в своем пути. И используете ли вы вообще эти знания? Вы знаете примерно, что в интернете гуляют различные вот такие картинки, где рисуют человеку оболочки, подписывают их физическим, эфирным, эмоциональным телом, атманическим телом и так далее. То есть, да, и, соответственно, рассказывают, через какие уровни мы воспринимаем, когда у нас есть мысли, эмоции, желания и так далее. То есть вот уровень развития вашей энергетической оболочки будет, собственно, в этом видео. Если вдруг вы скептик, очень относитесь ко всему так, ну, то есть аккуратнее и так далее, покрутите в голове, почему у вас есть определенные шаблоны на тему энергетических возможностей, покрутите вообще, откуда вы вообще решили, что это не работает. То есть, да, у вас есть какие-то статистические данные, аналитика проведенная, что это не работает или работает. Дело в том, что я 5 лет изучаю вот все то, что нам неизведано, и у меня уже есть статистика и аналитика, поэтому я еще могу поспорить с теми людьми, кто вот прям совершенно скептически относится к этим явлениям. Если же у вас тоже есть данные, то делитесь в комментариях, будет очень интересно обсудить. И смотрите, здесь я специально картинку выставила день и ночь. Когда вы воспринимаете только день и говорите о том, что ученые правы, вот мы по факту увидели, что ученые, во-первых, вы этих ученых никогда не видели. Вы просто читаете статьи в просторах интернета, где написано: ученые разработали то-то, то, ученые обнаружили то-то, то. И задается вопрос: вы сами вообще видели, сами там по факту присутствовали, что эти ученые действительно что-то там доказали и нашли? Нет, вы просто поверили статьям, книгам и так далее. Дело в том, что все эти статьи, книги и так далее тоже пишут какие-то люди. И вот эта информация в просторах интернета либо в книгах, она тоже может быть недостоверной, искаженной. Поэтому, когда вы делаете ставку только на то, что Солнце, да, опять-таки, вот мы ясно знаем, что ученые разработали, ученые сказали и так далее, вы как будто ночь не воспринимаете. Ночь — это я условно про эзотерику. То есть, да, вот про системы самопознания, о которых я сейчас здесь рассказываю.
рассказываю. И когда вы не принимаете другую сторону жизни, которая все-таки присутствует, и изо всех труб рассказывают и тарологи, и астрологи, нумерологи, различные расчеты энергии и так далее, получается, вы думаете о том, что вам достаточно будет жить только при свете, а так не бывает, вы все равно засыпаете. Ваш организм так устроен, биоритмы вашего организма так устроены, что вы все равно ложитесь спать. Даже если вы будете 3 дня сидеть и пытаться не уснуть, думая о том, что нет, я верю только в факты, то, что ученые исследовали, расследовали, рассказали, вот верю только этому, логике верю, логике и так далее, то вы все равно через 3 дня уснете. То есть вы попадете в мир эзотериков, опять-таки, условно. Почему? Потому что ваш организм, пока находится на Земле, будет исследовать все неизведанные стороны жизни. И вот как раз эзотерика и нумерология, астрология, таро, в общем, все-все-все системы самопознания, которые якобы относятся к инфо-цыганским направлениям, они все равно будут присутствовать в вашей жизни, сколько бы вы это ни избегали, потому что вы автоматически все равно в ночь попадаете. Ваш организм так устроен на Земле. Узнать, увидеть абсолютно разные стороны жизни. И это как бы, да, про вот эти знания, которые я здесь рассказываю. Дальше, по поводу дня и ночи. Наша жизнь состоит из противоположностей. Есть женщины, есть мужчины. Есть старость, есть молодость. Есть день, есть ночь. Есть хищники и есть да, парнокопытные животные, которые, в частности, жертвами являются. Очень много противоположностей, и когда эти противоположности соединяются, получается целостность. И вот когда вы внутри себя соедините разные показатели, разные противоположные стороны нашей жизни, вот тогда вы будете целостной личностью, и ваш уровень души будет подниматься. То есть вот эти вибрации, энергетические оболочки, они будут расширяться, и тем самым качество вашей жизни тоже будет улучшаться. Но вам необходимо этим заниматься, то есть постоянно учиться, либо смотреть вот такие видеоролики, исследовать, покупать книги, общаться с разными людьми, расспрашивать, собирать статистику, аналитику. Если мы просто стукнем по столу и скажем, нет, я права, я знаю больше всех и так далее, вы все не правы, мне достаточно только этого знания, то получается, вы не живете по ритмам Вселенной, то есть да, во времени. Вы не цените ни время, ни других людей, которые тоже исследуют и каким-то образом все-таки передают информацию. Вы не идете в целостность, вы, получается, одну часть вырываете и сидите. А это на самом деле путь в сторону смерти. Смерть это неплохо, это просто ваш выбор получается. Стагнация, остановка, нежелание идти по ритмам Вселенной, по божественным силам и так далее. Это вот как раз такая вступительная часть. Я очень верю, что вы сейчас не нажали на паузу, а все-таки досмотрите до конца, потому что все это нужно было сейчас прослушать вам, чтобы вы понимали, зачем я открываю вот этот калькулятор хроники и чакры. И на примере 3 лиц, допустим, Трампа, он сейчас просто во 2-й раз стал президентом, Мэрилин Монро, которая была суперсексуально красивой и так далее, но в 36 лет умирает, опять-таки, самоубийство, говорят, кто-то гадает, что ее убили, ну, в общем, там разные моменты. И Садхгуру, такой суперсвятой человек, вдохновляющий. Вот на их датах рождения мы примерно посмотрим вообще, что происходит с их уровнем развития души. Начнем с Трампа. Он родился 14 июня 1946 года. В этот калькулятор вы можете ввести свою дату рождения. Этот калькулятор можно взять на сайте. Переход на сайт я уже вам объясняла, где, через шапку профиля. Этот калькулятор платный, есть бесплатный вариант тоже там на сайте. Они одинаковые, там просто некоторых показателей нет в бесплатном калькуляторе. Итак, что такое вообще про уровень души? На самом деле это не один показатель ячейки. Сколько я вам рассказываю про хроники и чакры, это глобально все ваши показатели, которые есть в вас. Но в этом видео мы коротко сейчас посмотрим потенциал личности, то есть уровень физический, эмоциональный, интеллектуальный. Дело в том, что вот эти чакры, вот эти показатели 30, 99, 44, 32, 78, 65 и так далее, это очень ключевые показатели, которые идут с самого рождения. Когда вы только родились под какую-то дату рождения, получается, Вселенная вас как бы прикрепляет в хронике. Поэтому называется хроники и чакры. Чакры – это ваши потенциалы, то есть да, это ваши энергетические потенциалы, показатели. А хроники – это вы по своей дате рождения
прикреплены к Земле для того, чтобы по хронологии, то есть внутри времени, закрывать определенные задачи. И эти задачи вы либо закрываете целостно, как целостная личность, либо вы закрываете частично, потому что вы верите во что-то только одно. И вот этот потенциал личности, если использовать в пути, то вы эти задачи решаете очень легко. Если эти потенциалы личности, то есть да, вы не в курсе вообще, как это работает, не используете, то, соответственно, вам очень будет тяжело вообще понимать в первую очередь себя. А если мы себя не изучаем, то, соответственно, наша дорога, она тоже достаточно тяжела. Очень рекомендую самостоятельно у меня на сайте купить этот курс «Хроники чакры», там, потому что такие великолепные методички, 9 или 10 штук, 11 файлов вы получите, то есть это прям полноценные электронные книги, которые я печатала, исследовала, и сама перечитываю, просто в восторге, вы узнаете просто там очень хорошие вещи, и ученые исследовали это, и эзотерики исследовали, и, соответственно, это все вот компоновалось, перепечатывалось, и сейчас различные специалисты эзотерики составляют такие электронные версии книг, и в том числе я в курсе хроники и чакры. И, соответственно, вот эти показатели, если вы знаете в себе, то есть, да, вот, например, в данном случае у Трампа он чувствительный холерик на физическом уровне, на эмоциональном уровне он сентиментальный, на интеллектуальном уровне он продуктивно-художественный. Кстати, вот, например, показатель эмоционального манипура анахаты – это про социальное развитие человека, и у него 44% стоит именно на социальном уровне, то есть больше, чем на анахата, и он, соответственно, на общество может влиять, потому что у него уровень по манипура чакра, то есть, да, это эмоциональный уровень, когда эго чуть преобладает, чем мы. Есть показатели я и мы. И, соответственно, он может свое желание направлять на социум и тем самым реализовывать какие-то потенциалы, которые есть в физическом и интеллектуальном контуре. Оттуда он может вытягивать определенную информацию, потому что физический контур, например, показывает про возбуждение и торможение. Это показатель, общий показатель нервной системы. Вы знаете о том, что у нас есть нервная система, она делится на парасимпатическую и симпатические системы, и, собственно, про то, как мы реагируем на уровне клетки, на материальные какие-то проявления, мы смотрим на физическом уровне. Это вообще потрясающие вещи, это все есть вот как раз через сайт, в методичках, все это вы можете читать, узнавать. И, например, если смотреть на физический уровень, то есть на социальном уровне, получается, человек больше будет полагаться на «я». Я так решил, я буду влиять на социум. А у других людей, например, здесь может быть разный показатель, то есть, да, не 44-32, там бывает, допустим, 18-25 или 60-30, разные. И как он направляет, получается, свое социальное желание на материализацию? Получается так, что на физическом уровне сила возбуждения у него чуть больше, чем сила торможения. Что означает сила возбуждения? Он очень быстро реагирует, быстро вспыхивает, то есть быстро зажигается, принимает быстрые решения и, соответственно, может получать определенные результаты. Но если бы здесь, допустим, был на физическом уровне у нас флегматик, то сила торможения преобладала бы, сила возбуждения, она бы по показателям была меньше. То есть было бы наоборот не 30, 99, а, например, 90. То есть, да, на там 30. Вот. А интеллектуальный уровень здесь уже про развитие правого и левого полушария. То есть есть аналоговое восприятие, когда человек художественно может воспринимать. Есть дискретное восприятие, то есть когда преобладает логика. И на удивление в данном случае у Трампа преобладает вишудха чакра, про аналоговость у него больше в его мышлении, то есть он целостно может нарисовать себе картину. Это обычно творцы, и название тоже вам как подсказка продуктивно-художественная, то есть он вырисовывает на интеллектуальном уровне в умах людей то, что он хочет, потому что у него потенциалы личности врожденно по дате рождения здесь дают такую информацию. Все эти потенциалы личности в течение жизни могут меняться, то есть эти объемы энергии могут меняться в силу чего? В силу хроник. Хроники вы смотрите уже вот по этим показателям, потому что здесь в долгосрочной перспективе определенные коды, то есть, да, вот 7, 3, 6 и так далее, там 10 лет, 20 лет, где-то по 15 лет разделяется. Эти коды дают определенные задачи, которые человек пока закрывает, он может потенциалы личности улучшить, либо ухудшить. Все зависит, опять-таки, как комплексно человек использует свои показатели. Допустим, возьмем Мэрилин Монро. Она родилась 1 июня 1926 года. 1 июня 1926.
И вот, например, в данном случае, это уже, кстати, 7-й психотип, в случае Трампа был 4-й психотип. Это тоже, кстати, про уровень развития души, потому что чем старше психотип, получается, тем у него выше задачи. Если у Трампа, допустим, стоял 4-й психотип, это прям такой центр из чисел, если мы от 1 до 9 берем, 4 прям, ну, не прям в центре, но находится на начальной стадии, ближе к центральной части, он как бы на самом пике. То есть, да, если бы мы от единицы до 9 вот так рисовали бы, то вот 4 он как бы в сторону горы поднимается. И самый пик разных событий по психотипу он будет брать на себя, ему это будет интересно. А, допустим, если человек 7-й психотип, уже более старшее число, то вот от 1 до 9, если опять-таки как горку рисуем, то по 7 человек уже как бы спускается вниз по горке, потому что уже опытный. То есть, да, все старшие числа, кстати, именно от 7, 7, 8, 9, они достаточно мудрые, у них большой опыт, и у них задача общечеловеческого плана. Они влияют на большие массы людей, но это не означает, допустим, что единицы вообще теперь не влияют на людей и так далее. Нет, задачи у всех разные по кодам, а просто это говорит про именно душу, то есть насколько душа мудрая, насколько уровень развития души имеет более глубинный подход восприятия мира. Они как бы очень тонко, глубинно, масштабно могут видеть жизнь, как, допустим, Мэрилин Монро со своей 7-кой. 7-й психотип, и, например, если посмотреть потенциал личности, вот мы можем видеть в данном случае флегматик, и уровень торможения здесь 90%. Человек как бы больше впитывает и забирает на себя. Есть понятие интроверты и есть понятие экстраверты через физическое восприятие. И в данном случае интроверсия больше преобладает у Мэрилин Монро, несмотря на то, что в социуме она была очень откровенная, привлекательная и так далее. Но на самом деле наедине сама с собой это все-таки интроверт. А вот если мы посмотрим на социальное развитие, это эгоистичный лидерский контур, и 75% на уровне манипура. Это как раз социальное развитие, социальное влияние. То есть в социуме ей нравится выходить и проявлять себя. 75% говорит о том, что вот это «я», оно будет преобладать, оно будет прогибать людей под свое «я», под свои желания. Собственно, мы эту историю и видели. То есть там все повторяют путь Мэрилин Монро, повторяют ее наряды, повторяют ее красоту. До сих пор, когда какой-то Хэллоуин, либо какие-то тематические вечеринки Мэрилин Монро, ну, в общем, вот эта вся история, она как бы до сих пор влияет. Дальше, интеллектуальный уровень, продуктивно-мыслительный получается, но здесь, например, в данном случае, если по показателям Вишудхи Аджина смотреть, Аджина 88%. И здесь идет преобладание больше левого полушария, то есть у человека логика больше преобладает, чем целостно-художественное аналоговое восприятие мира через вишудху. Это говорит о том, что человек может локально, точечно, через числовые обозначения, через символы смотреть, то есть всю картину целостно через правое и левое полушарие мозга не может воспринимать целостно, потому что преобладание идет логики. Все вот эти моменты, просто тут есть еще вербальное, невербальное, то есть, да, совершенно другие показатели, я уже рассказываю на курсе, этот курс вы можете самостоятельно проходить, в видеоуроках там точно так же все проговорено, но там много видеоуроков, много методичек конкретно по курсу. И, соответственно, продуктивный мыслительный говорит о том, что она внутри головы держит информацию, но только через логику, через символы может переваривать определенную информацию, которая идет, допустим, на эмоциональном уровне, то есть через социальное развитие. Опять-таки, уровень развития души в данном случае очень коротко, то есть, да, вам объясняем, мы еще не смотрим задачи, потому что задачи на самом деле в хрониках и чакрах показывают вообще великолепные вещи. Садхгуру, давайте посмотрим, 3 сентября 57-го. 03-09-1957. А в данном случае тоже 7-й психотип, то есть, да, тоже такой мудрый психотип. И далее, сангвиник, холерик, эгоистичный, лидерский, прикладной, мыслительный. Здесь тоже преобладает в данном случае, то есть, да, больше левое полушарие, больше логика присутствует, тоже цифровое, как бы, да, видение. Но в социуме, допустим, человек больше проявляет, опять-таки, под свое «я». Это лидер, действительно, это духовный лидер, который влияет на других людей своим видением. На физическом уровне сангвиник
сангвиник, холерик, здесь соотношение торможения и возбуждения почти на одном уровне, но больше все-таки преобладает возбуждение. Это тоже люди, которые очень хорошо владеют информацией, быстро реагируют на информацию, у них больше экстраверсия на физическом уровне, чем интроверсия. И в данном случае, допустим, показатель интеллектуального контура, несмотря на то, что Нави Шутха 0,7, человек очень хорошо говорит. То есть, да, выступления человека достаточно такие интересные, размеренные, и как бы человеку очень интересно слушать. По какой причине? Самая ведущая чакра, в данном случае 81% манипура, помогает человеку себя проявлять в лучшем свете и дозакрывать те участки чакр, которые, например, ну, плохо раскрываются. Плюс он еще находится уже в таком возрасте. То есть, да, мы больше о Садхгуру узнали, Джаги Васудев, узнали о нем больше именно в таком в старом возрасте. То есть мы молодого его знали только вот в том месте, где он родился, в Индии, а по всему миру мы уже узнаем его, вот, когда он стал таким дедушкой и так далее. По какой причине мы узнаем в таком старом возрасте? Вот как раз добор энергии Вишудхи происходит ближе к старости. Как я уже говорила, это потенциал личности с самого рождения. То есть дата рождения дает этот потенциал, а в течение жизни, пока мы по своим хроникам движемся, мы закрываем какие-то чакры, где нехватка идет энергии, тем самым этот потенциал личности может очень сильно меняться. Особенно меняется после 40 лет. То есть уже вот эти потенциалы личности могут уже кардинально поменяться в силу того, что вот здесь вот стояли какие-то задачи. И вот, например, до 36 лет человек по коду 7.5 речь выстроил. И вот у него, кстати, популярность как раз-таки пришла после 36. После 50 он уже как бы стал по всему миру известен, то есть, да, уверенность пришла 1.8. И вот код 3.1 это как раз известность в социуме, потому что манипура чакра здесь вытягивает. А речь у него поставлена все-таки с 24 до 36 лет, когда человек учился. И он на английском выступает, и на индийском выступает, то есть, да, на своих там языках. Соответственно, чем вы старше, тем больше вероятность, что вы потенциалы личности раскрываете лучше за счет того, что закрываете определенные задачи в своих хрониках. Тем самым ваш уровень развития души расширяется. Вы становитесь более мудрыми, более глубинными и лучше понимаете свое предназначение. Вот такой видеообзор. Если было вам супер полезно, обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайк на данное видео. И, конечно же, через сайт переходите, изучайте хроники чакры, потому что это великолепный инструмент. Я в видеообзорах на YouTube делаю совсем небольшие обзоры, но они тоже, я думаю, вам очень супер-супер-супер полезны. Все, спасибо большое, всем хорошего дня или вечера.